вся чертова гениальная песня на 4 аккордах. Соль диез 7. Наверное, в этом и есть волшебство. Я не знаю, каким будет мой фильм. Попробую-ка я подобрать это определенный процент. Абба, спасибо за музыку, если вы это смотрите. Where is the spring and the summer that was once yours and mine? Where did it go? I'm just unknown, but still my love for you live forever. Hasta mañana till we meet again. Don't know where, don't know when. Darling, our love was much too strong to die. We'll find a way to face a new tomorrow. Hasta mañana, say we'll meet again. I can do without you. Time to forget, send me a letter, say you forget, the sooner the better. Hasta mañana, baby, hasta mañana, until then. За что я люблю Абба? Тогда ее никто не слушал даже. Но это же музыка для старперов. Да это же музыка для старперов. Hi, I'm Björn. And I'm Benny. Hur känns så? En gång till samma grej. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. Bra. Inte illa. Kan du göra det själv nästa gång? Why do I love Abba? За что ты любишь Аббу? За простые слова? I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. За веселые ритмы? Может, за обаяние Бенни? Или Бьорна? За обаяние Бьорна. Точно, в нем дело. Нет. Бьорн здесь тоже ни при чем. За зажигательные ритмы? За артистичность? За костюмы? Нет. Не, точно не за это. Не за это, нет. Здесь есть что-то еще. И каждый раз у меня нет ответа. Не знаю. И я такая типа,
не знаю, отстаньте от меня со своими вопросами. Это как можно не любить Аббу? Это же Абба, это, это Абба же это верхушка вообще музыкальная. Ну, это же, типа, когда я успела зафанатеть, когда я успела стать фанатом Аббы? Я не нахожу, что на это ответить. Тебе же 31 год, тебе же не 70. И тогда я отвечаю, I don't know. Мы с этим куском рулета попытаемся разобраться в этой теме. А вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если хотите продолжение, потому что это будет бесконечное видео. Бесконечное видео. Never ending story. Never ending story. Я нашла ее. То, с чего все начиналось. То, с чего начиналось для меня Абба в моей жизни. Это та самая кассета. Та-да! Kalle skämdare kan vi. Привет, друзья! Меня просто переполняют эмоции, я не могу собраться с мыслями, у меня прямо вообще колотится сердце и трясутся руки, но я дико хочу записать это видео, потому что спустя 40 лет Абба выпускают новый альбом. Haven't been out there for 40 years. A new album after 40 years. Боже, это знаете, это новость, это будто ты пришел в эту жизнь, живешь ее, и тут наступает осень, твоя 31-я осень, и становится холодно, начинаются дожди, погода в Подмосковье похожа на лондонскую, пишешь стихи, песни, работаешь, делаешь что-то. Какие-то дни похожи на день сурка, день за днем, ничего не предвещает. И тут внезапно эта новость, как будто какой-то хороший друг, очень хороший друг, с которым вам пришлось расстаться, так получилось. Но он у тебя в сердце, он всегда там, он остался в твоем сердце. И вот проходит полжизни, больше, чем ты жил на этом свете. И вдруг он звонит и говорит, что зайдет на чай. Заглянет так, между прочим, на кофе. И ты такой, твою у меня кончился кофе, где мой кофе? Нужно срочно купить кофе. Так, что еще нужно сделать? Нужно отмыть всю квартиру, нужно так носки убрать, носки с пола, где что валяется. Так, у меня здесь паук сидит, надо его убить, надо его выбросить. Are you ready? Как ты думаешь, возвращение Аббы возможно? Случится это когда-нибудь? Нет. Никогда? Никогда. Это могло бы стать событием. Ты этого боишься? Да, я боюсь этого. Я думаю, для того, чтобы нам снова появиться на сцене, должны быть очень серьезные причины. Я не думаю, что это возможно. Keep it going, keep it going. The countdown is there. I still have faith in you. I see it now. Первая песня «Я все еще верю в тебя». Я Я знал, когда Бенни сыграл мне эту мелодию, я знал, это должно быть о нас.
we are. Быть тем, кто ты есть. No imagination could dream up Вообразить и мечтать о таком, to release a new выпустить album новый альбом after 40 years. спустя 40 And лет, still и все еще быть лучшими the best of друзьями, friends and still be и все еще enjoying наслаждаться each other's компанией друг друга. and have a total loyalty. Who has experienced Кто that? имел такой опыт? Nobody. Никто. Что делать, и ты не понимаешь, как это происходит. То есть это какая-то такая радость невероятная. И я хочу просто сказать, что я нашла ее. То, с чего все начиналось. То, с чего начиналось для меня Абба в моей жизни. Сколько лет назад это было? Наверное, лет 27. Нет, мне 31, а 24, 23. 23 года назад, 20 лет назад точно. И я нашла ее. Это та самая кассета. Мне нужно смотреть всегда сюда, да, точно. Здесь камера, хорошо. Я нашла ее прямо сейчас. То есть не вчера, не позавчера. Я нашла ее сейчас в кладовке, в старом магнитофоне Samsung с 2 огромными колонками. Я как чувствовала, что она там. Она должна была остаться, она должна была сохраниться. Я не видела эту кассету уже 20 лет ни разу. Я не держала ее в руках, я не помню, как она выглядит. И я даже сейчас не была уверена, что это Абба, что это именно она, до тех пор, пока я не взяла старый другой магнитофон и не воткнула в него это, и включила плей, и там заиграла, боже. Это невероятно, я не знаю. Я выгляжу сейчас как отчаянный фанат. Те, кто меня смотрят, мои подписчики, возможно, офигевают, что здесь происходит, и какого черта. Один товарищ ВКонтакте мне написал, что это такое, как ты зафанатела, это же музыка для старперов. Но пусть он идет лесом, потому что Абба для меня — это весь мир, это просто, я не знаю, это как у меня прям настроение повысилось еще вчера, позавчера, когда я узнала о выходе нового альбома. Во-первых, на меня свалилось это как снег на голову. Мне написал об этом один товарищ, один из моих подписчиков на Ютубе. И вот он мне написал про то, что у Аббы вышел новый альбом. И я когда это прочитала, я начала соотносить новости, которые я недавно как бы видела. Я где-то в Инстаграме видела какие-то записи об этом, но я даже представить не могла. И я просто... у меня... не было такой мысли. Но жизнь уже идет своим чередом. Ты уже поешь Дэвида Боуи, Бориса Гребенщикова, ты уже пишешь сам песни, пытаешься их играть. И Абба становится каким-то таким хорошим другом, который всегда в твоем сердце, но он уже очень глубоко в нем, настолько сильно, настолько глубоко, что иной раз ты даже боишься его оттуда доставать, трогать, щупать, потому что вдруг вернутся призраки прошлого. Не в том смысле, что Абба для меня утеряла музыкальную значимость. Наоборот, она настолько сильно закрепилась еще с самого моего детства, что в любом месте, где я слышу Аббу, это для меня сразу счастливое место. То есть я захожу в магазин, если там играет Абба, я проведу там время до тех пор, пока эта песня не закончит играть. Я не могу себе позволить уйти откуда-то, если там играла песня Аббы. Если я еду в маршрутке, и у водителя играет Абба. Give me a man after midnight. Want somebody to chase the shadows away. Точно, друзья мои, я должна вам еще сказать одну важную вещь. Слово «Абба» — это аббревиатура, это первые буквы имен участников группы, и поэтому оно не склоняется. Не надо говорить «Аббу», «Аббе», «У Аббы», это неправильно. И я, пересмотрев свои записи, почитав комментарии на ютубе к своему трейлеру, заметила, что я неосознанно это делала пару раз, и, наверное, еще сделала, пока снимала это видео тоже. Так что я сердечно прошу прощения у тех, у кого дергается глаз, когда склоняют «Абба». Извините, но я просто не хочу переписывать эти куски или как-то замазывать. Пусть все будет так, как оно будет. Я постараюсь больше не ошибаться. Короче, если так происходит, все, я заведомо люблю этого водителя, эту маршрутку, и мой путь будет по-любому классным и замечательным. И я хочу сказать вам,
что пока еще не наступила совсем ночь, вы пройдете этот путь вместе со мной. От этой кассеты до позавчерашнего дня, когда я узнала про новый альбом. И 2 песни, из которого уже можно послушать, понимаете? Мир докатился до того, что... Докатился, правильно я говорю? Наверное, не докатился, а дошел до того, что ты можешь открыть браузер и послушать их. Просто послушать, даже посмотреть со словами на ютубе. Это потрясающе. Классно смонтировали, вообще здорово. Блин, опять сбивочка ритма, это просто шикарно. Я сегодня шла по улице и слушала это. We did it all comes down to I have it in me. И я хочу рассказать вам историю, как я полюбила Аббу и почему они для меня стали такими важными музыкантами в моей жизни. Но сначала давайте вставим эту штуку. Сейчас я переключусь на переднюю камеру. Вот что у меня есть. Вот что у меня есть. Опа. Я сейчас нажму включить. Я не знаю, что будет. Нет, я знаю, что будет. Я уже нажимала, конечно, я проверяла. Но я сейчас нажму, и вы услышите эту кассету. Это настоящая кассета, пленочная. Черт возьми, ей дофига лет, и она жива, она работает и играет замечательно. Играет замечательную музыку. И на ней такие песни, которые даже некоторые у Аббы не знают, наверное. Я сделаю так. И поднесу микрофон туда. Ой, это потрясающе. Я нашла ее, эту самую кассету. Это просто невероятно. Я думала, ее уже не существует в этом мире. А она была в том же магнитофоне, в котором я ее оставила. Не знаю, когда последний раз. Ну, лет 20 назад, наверное. Смотрю сейчас клип One of Us. История. Агнета переезжает, обживается в новой квартире, клеит обои, перевозит вещи. И на самом деле это так интересно, потому что я узнала отчасти в ней себя. To the blow, one of us had to
Вот, и хотела сказать, что здесь интересная игра ракурсов, и моменты есть такие, где кажется, что они зеркало поставили просто, то есть под 45 градусов к лицу, и чтобы не снимать с двух камер, мне кажется, это могло быть зеркало вполне. Вот здесь как раз в этом месте. feeling small, wishing she had never left at all. I saw myself. У нее куча коробок здесь, просто такая прикольная квартира с эркером, 3 окна, и выходят на соседний дом. И я прям вспомнила свой переезд в Крым и из Крыма. Вот у меня была такая же ситуация, у меня было 11 огромных коробок, в них лежала куча вещей, и мне нужно было их отправить. И я смотрю на это и вообще прям... Эх, обожаю вас, ребята. Какие же вы классные. Now I've changed and I want you to know. One of us is crying, one of us is lying. People only beg. Еще здесь, именно в этом клипе, в официальном, очень Фрида офигенно выглядит. Я обожаю этот ее лук, вот этот ее вид внешний. Она здесь мне еще напоминает Дэвида Боуи. У него тоже есть такой вид с такими красными волосами. И еще такая у него круг на лбу. То есть Зигги Стардаст. Это прекрасно. И Фрида здесь просто шикарно выглядит. Sorry for herself, feeling stupid, feeling small. Ну, мне кажется, аналогию образа Фриды с красными волосами и Дэвида Боуи вообще во всем мире вижу только я. Пожалуйста, если кто-то еще видит эту аналогию, напишите в комментариях и какой-нибудь там плюсик черканите, а то я уже думаю, что у меня что-то с головой. Staring at the ceiling, wishing she was somewhere else instead. Как же красиво, как же красиво, а? В этом, понимаете, в этом вся Абба. Ее гениальность в невероятной простоте, которая достигается невероятной работой, тяжелым трудом. Я не знаю, это просто вообще, это космическая группа. Я надеюсь, что на той флешке, которую запустили в космос в каком-то году, где хранится генокод всего человечества, я слышала про то, что такое есть. Запустили всякие кадры, отрывки из нашей жизни, запустили разную музыку от классики там, до современных жанров. Я очень надеюсь, очень, что туда поместили песни Аббы. Потому что, я думаю, если наша цивилизация не выживет или планета не выживет, то песни Аббы по-любому будут петь другие цивилизации, другие миры. И это было бы офигенно когда-нибудь обнаружить себя среди них, играющей на межгалактической гитаре. Starship Enterprise, there's someone who's in Satan's guise, whose devil ears and devil eyes could rip your heart from you. At first his look could hypnotize, and then his touch would vaporize. Я не знаю, откуда у меня взялась эта кассета, но это что-то удивительное. Это священный Грааль. Честно, я не знаю, откуда она взялась. Может быть, она осталась у меня от папы. Может быть, как-то мама в детстве покупала где-то или надыбала. Я не знаю. Папа, если ты это смотришь, вспоминай, откуда у нас кассета Аббы. Но я точно знаю, что никому в доме до нее дела не было, за исключением одного человека. И этот человек сейчас снимает это видео. Да даже мне до нее не было дела. Я, если честно, не знала, что это за кассета, кто там поет. Я даже не знала... Я не помню тот момент, когда я осознала, что на этой кассете песни группы Абба. Но песни их я начала петь и записывать транслитерацию прям в блокнот, наверное, лет в 10
может, в 11 лет. Сколько должно быть ребенку лет, чтобы он начал записывать фонемы, которые слышит на английском и не зная английского языка, на бумагу. Я, наверное, даже сейчас открою и там буду запускать. И постараюсь рассказать вам, с чего началось мое знакомство с группой ABBA. И вообще что-нибудь о музыке. Я попытаюсь проанализировать песни. Не уверена, что у меня это получится, но кто не рискует, тот не ABBA. Кто не рискует, тот не летает в космос. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Мое знакомство с ABBA началось с тех песен, которые сейчас не считаются хитами у них. Типа Kisses of Fire, Rock Me и все, что было на этой кассете, собственно. У меня выборов было немного. Даже не верится, что раньше мы не могли зайти в интернет и вот так вот послушать песню. Мы не могли взять и быстро выбрать то, что хотели. Приходилось долго ждать перемотки. А перемотка реально идет долго. Я вчера попробовала перемотать несколько песен. Я начала перематывать и сижу и думаю, а в какой момент вообще мне останавливать? И я еще вам расскажу, какую важную роль играл карандаш во всем этом. Я думаю, олдфаги уже догадались. Но у меня с ним была связана абсолютная драма. Я расскажу об этом обязательно. Что мы получаем, когда набиваем ABBA ВКонтакте, например, да? The king has lost his crown when I kissed the teacher, rock and roll band, rock me, head over heels, I'm just a girl. О, кстати, офигенная песня I'm just a girl. Блин, я ее прям вспоминаю. Это было очень круто. I am just a girl, one among the others, nothing much to say. Plain and simple girl, not a special type in any way. Just one look and you will surely see that's the truth, Miss Nobody is me. It's an evil world that had only made a girl. Pa-pam. I am just a girl, Not the kind of woman men would like to meet. Just another girl no one ever looks at in the street. But today I can't believe it's true when you smile and whisper I love you. Darling, I could see I was meant to be your girl. И дальше. It's a funny feeling when you get to love someone and thinking they'll never look your way. But then he says he loves you and life has just begun. It's so much more than any words can say. I am just a girl, not the kind of woman men would like to meet. Знаете, я сейчас слушаю эту песню и поймала себя на мысли, что я первый раз пою ее по реальным английским словам. Вот я открыла ВКонтакте, сразу текст высветился, и я пою, и я сразу понимаю, о чем здесь поется. Но раньше я не задумывалась об этом. Раньше мне было вообще наплевать, что поется в песнях ABBA, серьезно. Я имею в виду свой детский возраст и свой период очень сильного увлечения этой группой. Вот, кстати, как раз мы переходим к первому, о чем я хотела поговорить. Ой, на самом деле я столько обо всем хотела поговорить. Уже 5 часов вечера. Ой, уже 6 часов вечера, и я все собираюсь. Вот, я собиралась долгих 9 часов, чтобы наконец сесть сегодня и что-то сказать. Это очень важно, мне кажется, потому что, я не знаю, отвечая на самый первый вопрос, почему я люблю ABBA. Почему? Наверное, потому что, мне не важны были тексты. Да, действительно, если так подумать, мне совсем не важны были тексты. Я влюбилась в эту группу, абсолютно не зная, о чем они поют. Я переписывала фонемы, как их слышала. То есть я слышала слова,
И я переписывала так, как я их слышала в детстве. Я не знала, как они произносятся. Я просто знала, что они красиво звучат в этой песне. Я их переписывала для того, чтобы их петь, чтобы выучить и петь их. И я так пела песни некоторые. Некоторые я даже не записывала. Ну, я думаю, все так делали. Кто-то точно из тех, кто смотрит это видео, так делал. Ну вот и сейчас я слушаю песню и понимаю, что я пою ее первый раз по-настоящему. То есть раньше я как-то пела I'm just a girl, not the kind of woman will lie to me. Just another girl, no one ever looks her in the street. То есть у меня там in the street или in the street или... Ну, то есть я не задумывалась, что там такое поется. То есть какие-то для меня были важны другие вещи. И, если честно, мне кажется, в этом кроется один из граалей, один из таких, я не знаю даже, как сказать, может быть, как раз в этом кроется какой-то секрет. Один из секретов успеха Аббы. Я не хочу делать видео, почему Абба успешная. Нет, это не то. Я хочу рассказать, почему я люблю эту группу, почему я люблю Аббу, и почему для меня они просто в ранге святых личностей. И я не знаю, наверное, если в жизни их встречу, я не буду ну, я не знаю, если я их встречу, что будет. Я просто, мне, наверное, я буду вот так стоять. Я не знаю, что будет, если я встречу Бьорна, Бенни, Агнету, Фриду. Hello, I'm the first B. My first name is the same as the famous tennis player Bjorn Borg. Now we've toured many countries. We've been in Europe, we've been in Australia, and we sure would like to come to Japan and do some concerts as well. But now, this time, it's just a TV special. And now I'd like to introduce the A in front of me. Here she is. Hello, I'm Agneta. I know it's very hard for you to pronounce, but you can say Agneta or you can say Anna. When we came here, we discovered that you have very long days. In Sweden, we have only 5 hours daylight by now. We go skiing, we play ice hockey, and we talk about love. And here's the next B. На просторах интернета мне попался клип выступления в Японии «Money, money, money». И очень классно в этом клипе то, что для тех времен это отличное качество съемки. И что там здорово, это что они все представляются по очереди. Они представляются по буквам. A, B, B, A. То есть сначала говорит Бьорн, как бы странно, да? Но сначала говорит Бьорн, он говорит, я первая буква Б, я Бьорн. Кстати, он тогда не называет свою фамилию, и я в этот момент прям расстроилась, потому что я хотела уточнить, как правильно, Ульвиус или Ульвеус. И потом в другом интервью я посмотрела, Бьорн сам себя представляет, или его представляют из-за кадра и говорят: приветствуем Бенни Андерсон и Бьорн Ульвеус, то есть Ульвеус, все-таки на второй слог ударения, и значит все это время я была не права, и Бьорна называла неправильно, я говорила Ульвеус. Извиняюсь, так уж получилось, простите. И, возможно, я так и буду говорить, и сложно мне будет переучиться. И вот они там представляются по очереди. Сначала Бьорн, потом он дает эстафету Агнетте, и она говорит, как правильно произносить ее имя. Это на английском. Да, я понимаю, что многим сложно произносить мое имя так, поэтому вы можете произнести его Аниетта или Анна. Аниетта или Анна. Это очень круто. Она прям такая, дружелюбная, мол, да как хотите, так и называйте, окей. Аниетта. Да, действительно так проще, особенно японцам бедным, у которых и так сложности всяких английских слов даже произносить, а тут еще и шведское имя. Вот, это очень классное представление, посмотрите его, мне прям понравилось, как они о себе говорят. Hello, I'm B for Benny. I just wonder what you people know about Sweden and the Swedes. I guess you've heard about the Midnight Sun. You've probably heard about the writer August Strindberg and our movie maker Ingmar Bergman, and maybe Alfred Nobel and the Nobel Prize. And if you listen to music, I hope that you've heard about the lady that I'm going to present to you right now. Here's Frida. Hello, my name is Annie Fried, the last day in ABBA. We all met because of our interest in music, and also because the boys fell madly in love with us girls. So it all came very natural, and as we have known each other for so long,
it's quite easy to keep the group together. And now I would like to introduce our next song, and it's Money, Money, Money. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. It's a rich man's world. Я до сих пор получаю восторженные письма от подростков. А ведь я гожусь им в бабушке. Абба была частью моей жизни в течение 10 лет. Но и после я не прекращал работать. Не проходит дня, чтобы я не думала об Аббе, не вспоминала ее. Продав 360 миллионов дисков, Абба стал одной из самых продаваемых групп всех времен в мире. На пике их популярности во время их первых гастролей в Австралии был снят документальный фильм, который назывался «Абба. Фильм». Австралия была первой страной за пределами Европы, в которой гастролировала Абба. Несмотря на то, что они уже были невероятно популярны, такой ошеломительной встречи австралийских поклонников никто не ожидал. Это был 1977 год. Это было потрясающе. Весь путь из аэропорта в Сидней вдоль дороги стояли люди, размахивая флагами и плакатами, приветствуя нас. Зрелище впечатляющее. Ничего подобного я никогда в жизни больше не видел. Я имею в виду, даже у Rolling Stones вроде такого не было. Едва ли такое когда-нибудь может повториться. В самом начале мне это нравилось. Представьте, масса людей приходит, чтобы вас услышать. Все они хотят получить ваш автограф. Вообразите, какая была атмосфера. Это было прекрасно. Все на сцену. Участник супергруппы Абба Бьорн Ульвилс. С добрым утром! Привет всем! Вчера смотрела интервью, шоу, которое длится 1:20 там. И Бенни и Бьорна пригласили в студию. Они там много чего рассказывали интересного. Все на английском, без субтитров, но я немножечко что-то поняла. И из того, что я поняла, мне очень понравился. Там вопрос был один от телезрителей. Вопрос звучал так. Если переводить дословно коряво на русский, как я это сделала сама. Скажите, пожалуйста, что самое классное в том, чтобы быть Аббой? То есть, что крутого в том, чтобы быть вами? What is the best thing about being in ABBA? Good question. Never sent that one in. И Бьорн такой задумался, Бенни задумался, что-то они переглянулись. Такие, не знаю, секунды 3 молчали, и потом Бенни отвечает. I'd say not having to worry about the money. Вообще-то, если по-честному, самое клевое в том, чтобы быть Аббой, это то, что у тебя дофига денег. У тебя много денег, и ты не волнуешься вообще за них. Все такие засмеялись, он такой, да нет, я серьезно, правда. Когда у тебя много денег, ты можешь заниматься любимым делом, творчеством, и все, у тебя голова свободна, ты вообще не паришься. Просто и Бьорн такой с ним тоже согласился. Все ржут. Реально хороший ответ. Yeah, serious. Yeah. But because that makes your life so much better, easier. You're free to do anything. Like just keep on writing music anyway.
Вы стали миллионерами. Вас не пугает, что вы зарабатываете деньги быстрее, чем можете их потратить? Да, мы зарабатываем большие деньги, но это тяжелая работа, и деньги для нас не главное. Правда, не хотелось бы услышать свист 30 тысяч человек. Я считаю, что гастроли — очень тяжелая работа. Однажды во время европейского тура я проснулась утром и стала думать, где я, в каком городе. Согласитесь, это страшновато. Walking through an empty house, tears in my eyes. Here is where the story ends. This is goodbye. Knowing me, knowing you. У них все время спрашивают один и тот же вопрос. Что вы чувствовали спустя 40 лет, когда пришли в студию, каково это было? Они сошлись во мнении, что этих 40 лет как будто не было. Они когда оказались в студии, им показалось, что они вчера в ней были. Они вот просто собрались, как старые добрые друзья, как будто они уже не расставались, как будто не было этих 40 лет перерыва между выпуском альбомов. Просто как они собрались и начали петь. It's the best I can do. Если говорить Абба, это поп-группа, поп-музыка, если относить все же их к какому-то стилю. Так вот, я бы сказала не так. Я бы сказала, что если разделить музыку Абба на 5 слоев, как будто бы эта музыка — это слоеный торт, и состоящий из 5 разных слоев, то вот самый верхний слой, который вот первый, вот вы касаетесь ложечкой, который вы, так, ням-ням-ням, самый первый слой, это, наверное, можно назвать поп-музыка, да. Уровень, первый слой, это как раз слой, на котором тебе хочется танцевать, на котором тебе хочется подхлопывать рукой, подтопывать ногой. Ты его воспринимаешь, ты его уже любишь. А дальше у вас еще целый слоеный пирог. И те, кто после первого понял, что там может быть еще что-то есть, куда копать, почувствовал это, те копают дальше, и если вам повезет, вы дойдете до самого нижнего слоя. И для тебя открывается выбор, хочешь ли ты проникать глубже, или тебе достаточно этого первого слоя. Бенни и Бьорн заложили многослойную композицию, такой многослойный фундамент музыкальной вообще мировой индустрии. И каждый волен выбирать, насколько в него погружаться. Я не знаю, до какого слоя мне удалось дойти в их музыке. Скорее всего, я где-то застряла между 3-м и 4-м. Может быть, в паре мест я доцарапалась до 5-го, но я бы хотела пройти их все. И я думаю, что этот фильм, он и мне тоже поможет еще больше познакомиться с музыкой Абба. Потому что, мне кажется, знакомиться с музыкой Абба можно всю свою жизнь. Это, как говорят, узнавать человека можно всю свою жизнь. И узнавать музыку Абба можно всю свою жизнь. И так и не узнать. И что-то так и останется загадкой. И это прекрасно, это замечательно. Перейдем к тому, о чем я хотела поговорить. Так, я помню песню «When I Kissed the Teacher», когда я поцеловала учителя. Everybody scream when I kiss the teacher. Michael Glass will all they dream when I kiss the teacher. Leaving over me, he was trying to. My friends at school, they had never seen the teacher blush. She looked like a fool, nearly petrified, 'cause he was taken by surprise. When I kissed the teacher, couldn't quite believe his eyes. When I kissed the teacher, my heart glass went wide. As I held my breath, the words stood still, but then he just smiled. I was in the seventh heaven when I kissed the teacher. One of these days. В песне очень важно начало и очень важен конец. Если про конец я здесь ничего не могу сказать, потому что у Аббы частенько песни заканчиваются fade, то есть repeat to fade, повторять до угасания. То есть у них песня плавно-плавно сходит на нет. То вот начало у них настолько выверенное в каждой песне, что лучше и придумать нельзя. Everybody screamed. She was taken by surprise.
Раз, два, три, четыре, 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 раз, два, три, четыре. Слышали начало? Нет, вся песня чудесная, но начало это что-то. Один инструмент. Ну, я, по крайней мере, услышала гитару с хорошими металлическими струнами, очень какую-то такую с глубоким звуком. Кроме гитары, там еще какой-то инструмент один такой ту-туру-ту дает, какой-то такой аккорд тоже. Но баса я не слышу, по-моему, нету. Или это и есть бас там на заднем плане. Какой-то такой ту-ду-тум. По-моему, бас, да, дает тоже. Нет ударных, слышите, в начале? Нет ударных. Все еще нет ударных. All they dream when I kiss the teacher. Leave my friends at school. They have never seen the teacher brush. She look like a fool. Нет ударных. И сейчас начнутся. Ровные, опять ровные доли. Пам-п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 ам. Ну, иногда сбивка какая-то, но просто ровная музыка, действительно. И на самом деле аккорды несложные в этих песнях, их реально можно играть самим. Так, еще, короче, дубль 2, ты очень долго шла, я успела. Explain the laws of geometry. I was in the seventh heaven when I kissed the teacher. Можно сказать, Абба — это народная группа, потому что в ней простые слова, незамороченные аккорды, и, можно сказать, простые гармонии. Но про гармонии я вообще не стала бы заикаться, потому что я в этом плохо разбираюсь. И я не могу сказать, что у Аббы простые гармонии. На мой взгляд, то, что они делают с музыкой, то, что они творят, чертяги с музыкой, это не творил, не творит никто. И, наверное, не будет творить. Поэтому я так надеюсь, что их флешку с их музыкой запустят в космос, и она достанется другим цивилизациям. Пусть они будут вечны. Эта музыка будет вечной. Помните? Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Дальше я помню песню Rock Me. Это что-то потрясающее тоже. Понимаете? Понимаете, какое начало? Мужики поют, девочки отдыхают. Ничего, просто барабан, правильно я называю, ударная установка, да, ну, наверное, бочка, да, барабан, короче. Ту-ду-ту-ду, глухой вот этот. Rock me, тун-ту-та-да-да-да, roll me, rock it and rhythm, baby, so don't stop doing it. Don't stop doing it, don't stop the rock, don't stop the rock, I say don't stop the rock. Wanna be Это просто еще раз слушаем. Начало.
боже, посмотрите, что творит Бенни. Давайте еще раз. Посмотрите этот момент. Он прекрасен. Блин, Бенни за пианино — это вообще отдельная тема. Вы думаете, я знаю, о чем эта песня, о чем там поется? Ну, я выхватываю какие-то слова, и я слышу, да, Love with you, baby. У меня вообще сложилось ощущение, что у Аббы все слова — это «детка, пойдем со мной, он тебе не нужен, я лучше, как же без тебя». У них все песни про любовь, причем про такую любовь, банальную я бы назвала. Боже, я надеюсь, что это никого не обидит, то, что я сейчас говорю. Я говорю это в восхищении, я говорю это... Потому что Абба — народная группа, если, например, так сказать, да? Я пытаюсь это объяснить, почему я так сказала. Потому что они поют о таких банальных вещах, если разобрать их тексты. Опять же, почему меня никогда не интересовали эти тексты. Даже когда я уже начала понимать, о чем там речь, я ни одну песню Аббы не люблю за текст. У меня нет такой песни. Ну, ладно, может быть, The Winner Takes It All может быть исключением. Ну и, например, What About Livingston тоже, да, про чайку по имени Джонатан Ливингстон. Вот, возможно, если поискать, еще есть, еще можно найти. Но в целом Аббу я полюбила с детства именно за музыку. Потому что слышит ребенок? Он слышит ритм, музыку и слышит фонетическое произношение каких-то слов. Ребенок это даже не считает за слова. Ну, я называю себя ребенком в том возрасте, когда я была лет, мне было 10, 9, 11, как-то так. То есть я не считала это за слова, это было заклинание, которое произносилось из песни в песню. Довольно интересно, что в книге Карла Магнуса Пальма есть кое-что об этом. Когда родители подарили Бьорну его первую гитару на его 13-летие, они с ребятами начали собираться в подвале и играли разные песни. И Бьорн вот здесь вспоминает. В те дни на конвертах альбомов еще не печатали тексты песен. Мы знали английский не настолько хорошо, чтобы разбирать, что в них поют, и поэтому просто издавали похожие звуки. Примерно так же действовали многие первые популярные шведские рок-музыканты в конце 50-х. В шведских кавер-версиях песен Элвиса Пресли, Бадди Холли и Джина Винсента зачастую слышалось лишь несколько неразборчивых слов, которых наверняка не было ни в одном английском словаре. Это говорит о том, как мало значил текст, отмечает Бьорн. Его смысл ограничивался лишь фонетическим звучанием. В такой атмосфере я и вырос. Мне всегда было интересно, мне до сих пор интересно. Этот вопрос иногда приходит мне в голову, но я боюсь его озвучить, потому что он крайне тупой. Но чем еще заниматься на YouTube, чем не озвучивать тупые вопросы? Вопрос, который меня интересовал, это как слышат песни Аббы носители языка? Не шведы, а я имею в виду англичан, американцев, ну, тех, кто с детства говорит на английском. Как слышат они их песни? Rock Me, да, например. Можно набрать в Яндексе Абба Rock Me перевод. На самом деле переведено по-разному. Иногда хорошо переведено, иногда переведено художественно и как бы нарушен немножко смысл песни. Иногда переведено просто как в Google переводчике. Я немножко английский знаю, и если мне нравится какая-то песня, я стараюсь разобрать ее сама. Не смотрю эти переводы, только если какое-то слово непонятно. Но тем не менее, вот давайте подумаем, как могут звучать эти песни для носителей языка. Если меня сейчас кто-то смотрит из англичан, из Англии или из Америки с субтитрами, может быть, из Австралии, и если вы понимаете, о чем я говорю, то, пожалуйста, ответьте мне на вопрос в комментариях. Были ли для вас слова в песнях Аббы когда-нибудь на первом месте? Были ли они вообще для вас важны? Слышали вы их как слова, или вы слышали это как, ну, не знаю, заклинание, странно сказать, как просто скороговорку, как просто дополнение к музыке? Вот это мне интересно. Так вот, как я слышу песню «Rock Me». Rock me, give me that kick, now rock me, show me that trick, now roll me. You can do magic, baby, and I can't get enough of it, rock me. Мне важно, что вначале ре, потом me, потом give me that kick now, то есть какие-то такие ударные,
согласные, глухие, яркие. Roll me. То есть это реально, это мясисто, это вкусно, это можно есть, это очень круто. Ты наслаждаешься от этих слов, от того, как они ложатся на музыку. Но ведь носитель языка, у него же, они звучат-то в голове не так, они у него звучат, rock me, как бы раскачай меня, дай мне этот пинок прямо сейчас, раскачай меня, покажи этот трюк, верти мной, ты способна на волшебство, крошка, я еще не насытился. Как это звучит? Я не знаю, как это звучит на... Это, знаете, как говорят, когда едешь в другую страну, не пытайся переводить деньги на свои, не пытайся конвертировать в голове валюту. Наверное, так и тут. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, как... так же, как я слышу песни «Пикник», да, группа «Пикник», там «Только я, египтянин, и за мной, за спиной, и царапает небо когтями желтый сфинкс». Или какой же сфинкс-то, забыла. «Что стоит за спиной, только я». В общем, сложно мне понять. Для меня слова в песнях Аббы — это неотъемлемая составляющая песен, но лишь как составляющая, то есть это дополнение к музыке. И даже песня «Кто победил, тот прав», точнее, простите, «Победитель забирает все», это «Кто победил, тот прав», это перевод из мюзикла «Мамма Мия». На самом деле «The winner takes it all», победитель забирает все, победителю достается все. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. Даже в ней, даже в этой песне слова я не помню, чтобы я задумалась о них. Когда она мне понравилась сама по себе, без слов. Если бы они просто пели я бы тоже за нее зацепилась. На самом деле в песне поется про удивительные вещи, про глубокие, очень серьезные. И это очень классная песня. Но когда она тебя цепляет, ты в последнюю очередь думаешь о словах. И я, наверное, сейчас так говорю, и кто-то думает, ну ты даешь. Назвала группу самой лучшей группой в мире, и тут говорит, что слова у них посредственные, так себе, о простых вещах, банальные, и вообще ничего интересного. Что я могу вам ответить? Давайте просто послушаем еще какую-нибудь песню. Наверное, в этом и есть магия. Наверное, в этом и есть волшебство. Звуки, произносимые нами, когда ложатся на музыку, написанную нами, получается волшебство. И если эти звуки еще и складываются в какие-то слова, которые несут в себе какой-то смысл, и иногда даже это очень глубокий смысл, тогда это получается божественная музыка, космическая, сквозь пространство и время. На самом деле я немного погорячилась, сказав, что почти все тексты у Абба незаурядные. Позже я провела небольшое исследование и создала список песен с прекрасными и интересными текстами. Некоторые из них даже описывают легенды и исторические события. Если обратить внимание на даты, то это будут в основном песни из поздних альбомов. Классно, что они называют свой новый альбом «Вояж». И вот вообще все вот это, что сейчас происходит. Классно, что они не боятся экспериментировать, что им, по 70 лет, и они надели на себя кучу датчиков, чтобы с них сняли 3D-проекции. Они не боятся этого. Это, страшно. Я бы испугалась, серьезно, если бы мой аватар кто-нибудь создавал. Я бы обосралась от страха. И здесь надо добавить один важный момент. Эта песня «The Winner Takes It All» вообще моя любимая. Она стоит у меня на первом месте в творчестве Абба и является квинтэссенцией поэтического, меланхоличного склада натуры Бьорна, музыкального таланта Бенни и кропотливого и тяжелого труда вокальной партии Агнеты. Тяжелого морально, поскольку песня была написана после их с Бьорном развода. И со стороны это кажется издевательством – написать такую песню и заставить исполнять ее любимого человека, с которым ваши пути должны разойтись.
Но вот что говорится об этом в журнале The Guardian. В The Winner Takes It All Бьорн описал развод как своего рода соревнование с торжествующими победителями и униженными жертвами. То, что он предназначил эту песню своей бывшей жене, изображалось некоторыми как акт садизма, но Бьорн просит увидеть разницу. Нет, ничего подобного. Думаю, ей нравились эти слова. Да, ей действительно нравилось, соглашается Фрида. Имейте в виду, что эта песня предназначалась многим людям, не только Бьорну и Агнете. Помните, это была вымышленная история, говорит Бьорн. В нашем разводе победителей не было. Должна вам признаться, дорогой зритель, что однажды я посягнула на святое. В годы моего сильного увлечения аниме, японской мультипликацией, мне тогда было лет 15, я начала монтировать свои первые музыкальные клипы. И вот однажды мне пришла в голову мысль, а почему бы не сделать клип на мою любимую песню ABBA «The Winner Takes It All» по одному красивому аниме, которое мне очень понравилось. Это было опасно, как идти по лезвию ножа, как поставить любимую песню на будильник или на звонок в телефоне. Была большая вероятность того, что я ее возненавижу. Но, слава богу, музыка Абба настолько гениальная и вечная, что спустя полжизни я все еще люблю эту песню. Но стараюсь слушать ее очень редко и осторожно. Берегу, как священный Грааль. А вам я все же рискну показать один отрывок из моего старого творения. But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with eyes, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has no self-confidence. But you see, the winner takes it all. The winner takes it Na 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 la 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 ta ta da 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 na 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 ta ta da 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 da. I don't wanna talk about the things we've done to throw its heart in me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. No more race to play. The winner takes it all. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. Na 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 na. Na la la la. I don't wanna talk. Одна из гениальнейших гармоний, когда-либо существовавшая на свете, мне кажется. Вчера шла по городу, слушала эту песню и подумала, что, наверное, лучше сделать просто невозможно.
Если бы мне сказали, вот тебе песня, попробуй придумай что-нибудь, чтобы сделать ее лучше. Ну, я, конечно, не музыкант профессиональный, чтобы получать такие задания, но тем не менее, серьезно, мне кажется, что эту песню невозможно сделать лучше. То есть она сама по себе в своем контексте, она идеальная. То есть там есть все, там есть кульминация, там есть надрыв, там есть пауза, там есть, там есть все, это потрясающе. Там есть, сколько там октав, я не знаю, 2 октавы или 2,5. И знаете, как здорово на ней распеваться, на этой песне. Чувствуется, что изнутри выходят такие нотки какие-то. Я сейчас, конечно, нахожусь в квартире и не могу прям громко очень кричать. Хотя, в принципе, сейчас 12 часов дня, люди на работе, нормальные люди на работе, бездельники сидят, играют Аббу. Хотелось бы эту песню громко прокричать. Ну, типа, вот эти ноты, ты их сначала не можешь взять, а потом ты поешь, и они сами выходят откуда-то оттуда. Я не знаю эту всю теорию правильного пения, как там надо звук держать, как это все нужно извлекать, но иногда у меня просто получается само собой, и это очень круто, я кайфую. Так что, если вы хотите научиться петь, нужно просто петь. Пойте Аббу, и вы выучите еще и английский язык. Я как-то слышала в каком-то интервью, что Бенни и Бьорн их прям так штудировали на протяжении всей их творческой карьеры, Агнету и Фриду, чтобы они произносили слова английские идеально, без шведского акцента. Видите, сначала не получается, а потом голос как-то вот сам встает. I am. D. G. Соль мажор. Потрясающе. То есть это гармония 4 аккордов. Соль мажор, ми минор, ля минор, АМ и Д. Д это что у нас? Ре. Ре мажор. Иногда, чтобы разнообразить аккорд, я просто убираю один палец. У меня получается там... В общем, песню The Winner Takes It All может сыграть любой человек. И если вы любите Аббу и хотите научиться играть на гитаре, и вам, например, кажется, что это нереально, Аббу на гитаре играть, у них все так сложно, я вам скажу так, у них нифига не сложно, и на самом деле именно на их песнях можно проштудировать все аккорды, потому что мое мнение такое, что если вы хотите научиться на чем-то играть, не профессионально, а так вот для себя, то вам надо кайфовать от этого настолько, чтобы вы просто не могли отпустить гитару, пока у вас что-то не получится. То есть это как раз мой случай. Именно так я и научилась. Я играла песни Дэвида Боуи, и я просто кайфовала очень сильно. Я кайфовала, когда что-то получалось. Там, у меня потом подушечки пальцев, я вообще ими неделю ничего не чувствовала, но это было очень круто. Четыре аккорда, понимаете? 4. Под них можно было спеть все что угодно, я не знаю, там. Похоже, все что угодно не получилось, я в итоге спела Аббу. Ну нет, там у них не так, но... То есть 4 аккорда, ну реально. Понимаете, какое разнообразие? И Бенни с Бьорном просто взяли и это написали. То есть у них... Вот, отсюда. А потом... Потрясающее.
из-за такта I don't wanna talk. Это же потрясающе. Можно же еще попробовать взять соль на третьем ладу и вот так сделать, да? То есть I don't wanna talk. А в куплете просто те же аккорды, но местами поменены. То есть вот так, 4 аккорда. Вся песня, вся чертова гениальная песня на четырех аккордах. Вы заметили? Эта песня, в ней нет аккордов, которые сложно взять пальцами. То есть в ней нет аккорда даже фа. То есть если вы только учитесь играть на гитаре, получается, она для вас просто идеальна. И если вы еще и немножечко будете пытаться ее петь, поверьте, вы кайфанете. Вот прямо сейчас, человек, если ты меня смотришь, если ты хотел, вот когда-то хотел научиться играть или сейчас прям захотел, просто бери гитару, у кого хочешь, иди на дыбы, выходи на улицу, кричи, мне нужна гитара, бери гитару и играй. Потому что то удовольствие, которое ты получишь, несравнимо ни с чем, и оно все того стоит. Единственное, что, наверное, бери не такую гитару с металлическими струнами. Кстати, спасибо папе за то, что он мне ее дал, и я ему никак ее обратно не верну. А вот такую с широким грифом. Агнета никогда не любила давать интервью на английском, поэтому у нее была репутация человека необщительного. Концерт за концертом. Из города в город, будто бы весь мир ее закружил. Она получила то, что хотела, но при этом чувствовала себя марионеткой. Это было и хорошо, и плохо, иногда даже забавно, но я не хочу, чтобы это повторилось. Иногда это было ужасно. Вокруг была нервная атмосфера. Это было какое-то безумие. Там были разгоряченные, обезумевшие люди. Мне казалось, что они пытаются схватить меня, и я никогда уже не смогу освободиться. Я не знал, что это так пугало ее. Нет, мне казалось, что все замечательно. I'm a Marionette. Это шедевральная мелодия. За что я еще люблю Абба? Причина номер 10, или я не знаю, какой счет. Это определенный процент просто, невероятно классных решений по мелодии и по гармонии. Я не знаю, можно ли отнести, абсолютно все песни к этому, но некоторые песни выносят мозг. Я сейчас не говорю о стандартных песнях, которые все привыкли. Это «Mamma Mia», это «Super Trooper», это «Dancing Queen», что там еще, «Happy New Year». Я не беру их во внимание, особенно «Mamma Mia». Я совсем не буду здесь про нее говорить, поскольку ее настолько сильно заездили вдоль и поперек, что я не могу даже ничего про нее такого сказать. Я ее уже как будто бы не слышу, знаете, замылился взгляд на нее. Но у Аббы настолько много песен, у них такая большая дискография, они настолько были продуктивны и так много работали, что есть из чего выбрать. И я думаю, вот любому человеку на планете дай послушать все альбомы, он найдет не меньше десятка песен, которые ему западут вот очень сильно. И вот одна из таких песен — это «I'm a Marionette», «Я марионетка». Компьютер, скажи мне, где эта песня? Или давайте я в Ютубе лучше найду ее, так быстрее будет. I'm a Marionette. You're so free, that's what everybody's
причина номер 3, или причина номер 4, или номер 5. Ну, неважно, в общем, какая-то из причин, почему я люблю Абба, за гениальное начало их песен. Они уделяют такое скрупулезное, такое, как бы выразиться-то лучше, ну, просто уделяют особое внимание началу песни. И оно всегда такое, что ты можешь с первых аккордов понять, что это за песня, но эти первые аккорды могут совсем не напоминать то, что будет дальше происходить. И это потрясающе, это ассоциативность, это удивительно. То есть это как будто тебя поймали на удочку сразу, ты заглотил наживку. Вот, например, Hole in your soul, дыра в твоей душе. Офигенное тоже начало. Просто супер. Но давайте начнем сначала. С чего началось мое знакомство с группой Абба? С чего началось мое знакомство? Хороший вопрос. Я сейчас вобью название одной песни. I have a dream. I have a dream. Там еще такое начало. Та-да-та-да-т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 а. I have a dream, a song to sing. I have a dream, a song to sing. Вот эту песню я помню, наверное, как первую из тех, которые мне понравились. Но я еще тогда не знала, что это группа Абба. To help me cope with anything. I believe in angels. Na 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 na. На 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 на. La 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 la. И потом было If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. Но я, конечно, пела это не так, как сейчас, зная, о чем эта песня и зная слова. Я тогда пела так же, как я сейчас пою японские песни или Джо Дассена там. То есть я не знаю французский, я не знаю, о чем поет Джо Дассен в своей песне «Елисейские поля», но я могу его просто спеть. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. То есть у меня вообще нулевые знания французского. Вот никогда в жизни не изучала, но пою. То же самое с японским, но поскольку я бывшая анимешница, я могу петь там «Садаши моно ва нан десу ка? Мицуки никуи моно десу ка? Кабан но накамо, цукуэ но накамо, сагашите кередо мицукаранай, но ни мада-мада сагашуки десу ка?» Вот примерно так же я и пела в детстве Аббу. И уже в 3-й или в 4-й класс школы я пошла с хорошим произношением в английском, просто потому что я пела эти песни, и я примерно понимала, как произносить слова. И я, конечно, знаю, что сейчас у меня там акцент, видно, русский, но я не могу перестать петь англоязычные песни, потому что, ну, это огромный пласт культуры, который просто невозможно пройти мимо и не затронуть его. Но фишка в том, что Абба-то это шведы, они шведы. А петь надо на английском, потому что английский это универсальный язык, это международный язык. И они пели на английском. Бенни и Бьорн штудировали Агнету и Фриду, чтобы те пели на английском, хорошо произносили английские слова. И я слышала даже такое мнение, что как раз по группе Абба, по их песням хорошо учить английский, поскольку у них такое произношение как бы, то есть правильное, идеальное, но я не знаю, как сказать. Так вот, я помню эту песню I believe in angels. И она шла по телевизору молодой группы, которая их пародировала. Они делали каверы. По-моему, это называлось Abba Teens. Я думала, что это вот такая молодая группа. Ребята какие-то там 15-летние, 16-летние поют эту песню.
Ну вот и все, о чем я знала. Я не знала ни названия, ничего. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue. I've been cheated by you since I don't know when. Give me a man after midnight. Я не знаю, когда, в какой момент времени вот любовь к этой песне соединилась вот с этой кассетой и с другими песнями. Может, кто-то мне когда-то сказал, так это Абба, или может быть я сама это где-то прочитала или нашла. Ну где? Интернета не было, у меня не было ни одного знакомого, ни одного друга в детстве, ни одной подруги, кто бы знал Аббу, кто бы ей увлекался. Ну то есть... Я вам больше скажу, я вообще стеснялась этого увлечения. Я стеснялась того, что я слушаю Аббу, что мне нравятся песни Queen. Я помню тогда, отчетливо помню, как я слушала It's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No more of man can win this day. It's a kind of man that reaches inside your mind. It's challenging the doors of time. The waiting seems eternity, yeah. The day will dawn on Saturday. Is this shine of magic? That can be all we want. Kind of magic, it's a kind of magic. Told ya. То есть Квины тоже были в моей коллекции. Я, правда, не помню, были ли они на кассете или уже это было во времена дисков, когда появились диски, но Абба была первой, и она заняла все мое сердце, всю мою душу, и я реально стеснялась об этом признаваться в школе, потому что в школе все слушали Наталью Орейру, каких-то таких певцов, которых я вообще не могла понять. И, если честно, когда меня спрашивали, я тоже отвечала, что слушаю Наталью Орейру. Я очень хорошо помню эти времена. И хорошо помню тот момент, когда мне просто спросили подруги в школе, ну ты же слушаешь Наталью Орейру, вот эту «Дикий ангел», там, помнишь? И я прям минуту, наверное, говорила, что, врала, просто врала нагло сама себе, всем. Зачем? Эх, да, были времена. Сейчас уже молодежь не такая. Сейчас что не так, все. Сейчас уже молодежь более развязанная, спокойно относится к любым увлечениям. Мир изменился реально очень. Но я тогда стеснялась этого. Стеснялась того, что я слушаю Аббу. И тайком слушала. Это был мой секрет. Моя прелесть. Моя прелесть. Прелесть. И это было чудесно. Вот о чем я говорила. Have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the stream. Слушайте. А, нет, здесь продолжается, да. И вот они все вместе поют, ну, это невесомость. Вы слышите, прям невесомость такая создается, как будто вроде бы... Вроде бы множество голосов вдруг вступают поверх одного, и кажется, что сейчас будет мешанина, что сейчас начнется такой как бы коллапс, 4 голоса, но они умудряются так распределить их по
вибрациям, по тону, ну это уникально, это просто, это 4 звезды, которые должны были сойтись в созвездии, не иначе. Это уникально. На самом деле я такой плохой фанат, я не читаю особо биографии, не читаю историю создания. Я просто знаю, у меня довольно отрывочные знания. Где-то я прочитала половину книги, где-то я посмотрела фильм, где-то что-то. Но вот сейчас вам рассказывать историю создания группы я точно не буду, потому что я просто буду делиться своими впечатлениями и размышлениями. Чем меня задела эта песня «I have a dream»? Просто слушайте вот начало. Это абсолютно ровный ритм. Это 4 доли, да. Я не профессиональный музыкант, у меня нет никаких образований музыкальных, но тем не менее примерно знаю, где какая доля. Буду иногда вставлять какие-нибудь термины, если меня смотрят профессионалы. И просто я очень люблю Аббу, мне хочется разобраться в их песнях, хотя бы чуть-чуть. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Даже я бы сказала по 8 у них, да, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Оно звучит как гимн. Вот как будто это гимн, но не гимн какой-то страны или гимн какого-то там места конкретного, ну или там, не знаю, в пионерлагере, а как будто, я не знаю, как будто гимн любви или небесам, ну, гимн дружбе, гимн музыки. Это какая-то такая ровная композиция. Можно вообще сказать такое слово, как simple, простота. Не та простота, которая ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а такая простота, за которой кроется невероятная, колоссальная работа и сдержанность. А сдержанность, которая позволяет себе эксперимент. То есть это экспериментально просто бомбическая сдержанность, космическая. Они умудряются, во-первых, экспериментировать с музыкой. И если вы не согласны с этим, вы просто, наверное, не слышали никаких композиций Аббы, кроме первых 5 хитовых «Мамма Мия» и так далее. Они, наверное, вам уже приелись настолько. Вы послушайте какие-нибудь песни другие. Даже вот те, что есть на этой кассете, их уже, наверное, никто и не помнит. Или, может быть, даже кто-то их и не знает. Но если вы прям фанат, конечно, вы знаете. Какая-то уникальная простота, да? Но как начало, понимаете, начать песню сразу. Что это за инструмент? По 2 ноты каждая и спустились вниз. У меня не абсолютный слух, у меня слух относительный. И я просто кайфую от этого. Спасибо огромное за этот дар вселенной. Но мой слух не абсолютный, поэтому я не могу вам сказать, какие ноты здесь и какая здесь тональность. И я вообще не могу это сразу сыграть. Мне нужно взять гитару, раз 10 ошибиться, попробовать, и я подберу. Хочу вам сказать, что это просто спуск по лестнице, на каждой по 2 ноты. Пам-пам-пам-пара-пам. 6 одинаковых нот в начале. Еще раз слушаем. И только потом они позволяют себе спуститься вниз, и это как будто ты стоял перед дверью, держал за ее ручку, и у тебя бьется сердце, и ты поворачиваешь ручку и открываешь дверь. Та-та-та-та-та-та-та. Набрала я вам 7 раз. 7 чертовых раз играет эта нота. Та-та-та-та-та-та-та-та. 8 раз она играет. Эта нота играет 8 раз. Давайте вместе считать еще раз. Та-та-та-та-та-та-та-та. 8 раз играет эта нота. Давайте выясним, что это за нота. Я прям не могу, мне нужна флейта. У меня просто пианино стоит в другой комнате, поэтому я постараюсь узнать, что это за нота на флейте. Та-та. Сразу попала, это нота ми. Дальше идет ре диез. Дальше уже не буду косячить, потому что сейчас не смогу подобрать. Получается, у них 8 раз повторяется нота ми в начале песни.
Да, на какой ноте они заканчивают это? Да. А заканчивают они на фа. Ну, то есть той октавы уже нижней. Они начинают с ми верхней октавы, заканчивают на фа нижней октавы. И они делают прогоны по 2 ноты каждый. Получается 8 нот в начале одинаковых, потом по 2 ноты каждый. На-н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 а. Вот они 2 ноты фа. Правильно я сказала фа? Да, 2 ноты фа. На-на, на-на-на-на-на. I have a dream. Блин, это уже просто, ну это то же самое, но идет другая переработка. Я не знаю, если я так буду каждой песней восхищаться, я никогда не доделаю этот фильм, я вообще его никогда не смонтирую. Хорошо, давайте послушаем дальше. Гитара. Even if you fail, I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. Вот я не знаю, эта песня, она... Я просто не могу относиться уже к ней с таким трепетом, как после первых прослушиваний в детстве. Но тогда именно с этой песни началась моя любовь, и все. То есть началась моя любовь к Абба. Наверное, на синтезаторе играется. Синтезатор, гитара, ровные, ударные. Все, что нужно для счастья. Я хотела показать вам, как у них это начинается после второго куплета. Я помню, там такое было, прям они начали, еще не успев дотянуть окончание. Это потрясающе. Сейчас я найду этот момент. Вот сейчас будет. Вы держитесь за ручку, у вас сердце бьется 8 раз, вы опускаете ручку, и вы входите в этот мир фантазии. Это... What is the secret of this enchanted book? И если говорить о бесконечности и волшебстве, то нельзя не упомянуть один фильм, с которым у меня связано огромное воспоминание о моем детстве. Это фильм «Бесконечная история» «The Never-Ending Story», снятый в 1984 году по мотивам первой половины одноименной книги немецкого писателя Михаэля Энде. Это удивительная сага о мальчике, который побежал на чердак с книгой, большой толстой книгой, открыл ее, начал ее читать и погрузился в мир фантазии, волшебства и переживал вместе с героем этой книги все происходящее. И я даже не могу описать, насколько это для меня важно, настолько же, как и Абба. Это для меня какие-то две такие вехи из моего детства, о которых я даже не могу спокойно говорить. И если у меня спросят, это твой любимый фильм или это какая-то сказка, к какому жанру отнести это, я не найду, что сказать. Потому что это что-то такое, что проникло внутрь тебя, зашевелило какие-то нотки, и оно стало частью тебя. И ты, вот это как Абба. Почему я вспомнила этот фильм? Потому что вот в этом фильме «Бесконечная история» потрясающая музыка. Музыку к этому фильму написал немецкий саксофонист Клаус Дольдингер. И, на мой взгляд, эта музыка, она настолько же удивительно, уникальна и по красоте мелодии, по гениальности, по своей окраске, по нарастающему беспокойству и радости, так же, как и песни Абба. То есть я провожу параллель между удовольствием и какой-то невероятной ностальгией, связанной с чем-то таким давним, детским, переросшим во взрослую жизнь. Я сравниваю это с той же ностальгией, которая возникает у меня при воспоминаниях о фильме «Бесконечная история».
что удивительно, этот фильм очень мало людей из моего окружения знает. Кому бы я про него не говорила, а помните, там большая черепаха, которая говорила, а мне все равно, а помните, как конь Атрею тонул в болоте, а помните, как это черное нечто скалилось на него, или как он проходил под оракулами. И дай бог найдется 1 из 100 человек, который сейчас из моего окружения скажет мне, что да, я помню, я знаю этот фильм, понимаю, о чем ты говоришь. И что удивительно, вот люди, которые понимают, о чем я говорю, у них тоже, мне кажется, это какое-то такое внутреннее интимное чувство к этому фильму. Это что-то удивительное, и я сравниваю это с Абба. Я понимаю, может быть, мое сравнение звучит странно, зачем сравнивать фильм и музыкальную группу, но раз я делаю этот фильм «Почему я люблю Абба», я могу рассуждать о любых вещах, и мне кажется, я пытаюсь найти ту точку соприкосновения разных сфер моей жизни, которые привели меня вообще к этому моменту. И там играет мелодия, которая по красоте своей затмевает все услышанное мной когда-либо. И каждый раз, когда я слышу ее, я не могу наслушаться, я не могу напиться этой мелодией. И вчера мне удалось найти на Ютубе оркестр, исполняющий эту музыку из этого фильма «Бесконечная история» под кадры из этого фильма. И я обязательно вам это покажу. И эта музыка играет, и Бастиан летит на фалкорне, на большой летающей собаке, прорезает это время, это пространство, прорезает фантазию и врывается в мир книжных персонажей, машет им рукой, и у них все становится в порядке, и все возвращается на круги своя, все разрешается. Этот момент, он удивительный, я не знаю, я когда думаю о песнях Абба, у меня схожее ощущение внутри, как тогда же, когда я думаю о фильме «Бесконечная история». Для меня это тоже священный грааль моего детства. И, если можно было бы взять какие-то 3 вещи в другой мир, отправить их туда, я бы отправила песни Абба и отправила бы вот ту мелодию из этого фильма, но обязательно в контексте самого фильма. Я не знаю, тронула бы меня эта мелодия, если бы я не знала, из какого она фильма, но именно в контексте воспоминаний об этом фильме эта музыка звучит для меня потрясающе. What's that book about? Oh, this is something special. And darling. That when I made the music for Neverending Story in 1984, I didn't know what would happen to this. That was the end of Fantasia. Today will be the first time I hear my whole music I have written for the film.
Дорогие зрители, если кто-то узнал себя в моих ощущениях, если кто-то тоже смотрел этот фильм и знает эту музыку, напишите в комментариях. Мне будет приятно узнать, что я такая не одна. Вот, кстати, да. Хотела еще заметить, за что я люблю Аббу. Если отвечать на эти вопросы, конечно, за музыку. Именно за музыку, и еще раз за музыку, за мелодии, за пианино, за гитару, за то, как это все совмещается друг с другом, и за гениальность музыкантов. И за девчонок, которые эту гениальность подчеркнули, потому что без такого вокала, с офигенно разобранного по партиям, всего бы этого просто не произошло. Я не знаю, кто мог бы быть на их месте, и я бы не смогла. Я могу петь, но не спою так, как Агнета и Фрида. Я могу взять октаву, могу взять там 1,5 октавы, могу даже дотянуться до верхних нот в Dancing Queen, The Winner Takes It All, но я не смогу быть ими. И это и есть счастье, когда ты можешь просто восхищаться чем-то, не желая быть на их месте. Хотя насчет на их месте, конечно, кто же не желает быть на месте кого-то из них 4, хотя бы чуть-чуть порепетировать или что-то, или посидеть, посмотреть в студии, как это происходит. Вот. Знаете, вся их музыка, очень многие песни, но поскольку я делаю сейчас этот фильм активно уже 4-й день, и я слушаю много их музыки, переслушиваю, я понимаю, что это как прогулка по горам, по тропам, как трекинг такой, причем в хорошую погоду, и такой приятный запах стоит осенний или летний, ты идешь по тропинке шикарной, и ты поднимаешься вверх, но поднимаешься ты, иногда тебе тяжело, иногда тебе легко, но тебя окружают, может быть, даже твои друзья, люди близкие твоему сердцу, тебе очень комфортно и приятно. И в какой-то момент ты поднимаешься на перевал, и вот он ключевой момент, и перед тобой открывается невероятно огромный мир красоты, каких-то озер, каких-то, что-то такое потрясающее, и ты как бы на этом перевале стоишь, смотришь вокруг, и вот она пошла мелодия дальше, да? А потом вниз, ты идешь вниз, как бы не спускаешься целиком эту высоту, а докуда ты идешь, потом опять вверх, как будто ты все время идешь и обнаруживаешь за каждым новым перевалом, за каждой новой горой что-то новое. Даже если ты уже видел где-то лес, то следующий лес будет немножко другим, в нем будет по-другому мелькать солнце, в нем будет по-другому отражаться луна или озеро, да, в котором вода будет немножко другого оттенка, и тебе это все дико нравится, и ты хочешь больше, и все это связано. Ты же не можешь, не пройдя один перевал, попасть сразу на другой. Ты должен пройти озеро, лежащее между перевалами, и они нас катают по этим горкам радости, по лестницам, как хотите, у кого с чем могут быть ассоциации, да? Бывает, что ты не просто идешь, ты карабкаешься в этот перевал, бывает, ты лезешь по канату куда-то вверх, и потом со свистом спускаешься. У них так часто октава идет вверх, а потом вниз, и причем по этой гармонии, которую они выбрали, это чудесно. И в их композициях, в их музыке, в их песнях каждый момент, какой бы ты ни взял момент из музыки, он является одновременно поддержкой и продолжением предыдущего момента, того, который был перед ним, и того, который был перед тем одновременно. То есть это такая геометрическая прогрессия, где следующий, каждый третий элемент вбирает в себя энергию второго, в который, в свою очередь, вобрал в себя энергию первого и преобразовывает ее, переформатирует ее в следующее. И все это взрывает твой мозг в какой-то момент кульминации или в момент припева, и как они подводят к припеву. Просто послушайте. I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me? SOS. Послушайте, как они подводят слушателя к припеву. Каждый раз, по крайней мере, в большинстве своих песен, во многих песнях они подводят к припеву. Они говорят тебе своим текстом, музыкой, что вот сейчас что-то будет, готовься, сейчас будет эта часть. И вот этот вот момент, он является одновременно поддержкой и продолжением предыдущего.
и предвестником следующего момента. Ко второму месяцу работы над этим фильмом я вдруг наткнулась в интернете на потрясающую вещь. Это одна очень любопытная статья в живом журнале. Автора зовут Игорь Бигдан. Статья называется «Почему Абба – это не просто попса?» и начинается со слов: «В этом посте на примере песни «The Day Before You Came» я хочу вкратце показать вам, какую титаническую работу проделывали Абба, когда сочиняли и записывали свои хиты». I must have read the morning paper going into town, and having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. Сказать, что я была поражена, ничего не сказать. Пока я читала, по мне бежали мурашки. Причем читала я жадно, отрывками, прикидывая с режиссерской точки зрения, как мне это задействовать в фильме. И вот решила поделиться с вами, дорогие зрители. Очень рекомендую к прочтению. Автор статьи наглядно нарисовал динамику развития мелодии в куплете песни и в нескольких абзацах умудрился объяснить все то, что я, наверное, даже в 3-часовом фильме не смогла бы рассказать. И он тоже говорит про многослойность композиции. Эх, хорошо, что у Абба есть такие маньячные фанаты, готовые нырять на самую глубину и рассказывать другим о найденных ими сокровищах. И да, черт возьми, я тоже всегда говорила, что Абба – это не попса. Мне даже слово «поп-музыка» никогда не нравилось. Но об этом я расскажу во второй части своего фильма. Привет, друзья. Шел 4-й день моего безумства. 4-й день подряд. Я как одержимая монтирую это видео. Я снимаю и монтирую, снимаю и монтирую, снимаю и монтирую. И я не могу остановиться. И да, я сижу в ванной. Вам не показалось? Я действительно сижу в ванной комнате, в одежде. Потому что я одержима монтажом. Я хочу сделать фильм. Может быть, 3 дня. Я не знаю, сколько прошло времени. Я хочу, чтобы этот фильм увидело как можно больше людей. Мне хочется поделиться им со всем миром. У меня столько вдохновения, из меня просто какой-то фонтан идей фонтанирует, и я не могу. Я не знаю, как это все вместить в фильме, честно. Я каждый раз думаю, все, больше я не снимаю, я больше не снимаю, я просто сажусь за монтаж. Я сажусь за монтаж. Я каждый раз думаю, все, больше я не снимаю еще один кусок. И я доснимаю, а потом, пока я снимаю этот кусок, мне в голову приходит. И я пытаюсь его удержать как можно крепче, чтобы не отпустить его, потому что вдохновение — это такая штука, которая иногда уходит. И я так боюсь, что оно уйдет, поэтому я очень тороплюсь. Привет тебе, Люда из прошлого. Это Люда из будущего. И я хочу сказать тебе, что прошел уже месяц с того момента, как ты снимала это видео в ванной. И ты не смонтировала даже 1 час фильма. Ты все еще на 53-й минуте. И у тебя еще много кусков, которые ты не знаешь, куда деть. Ты не знаешь, как все это сделать. У тебя в голове с каждым днем все больше кавардак. И этот кусок я снимаю 9 октября. И я тоже сижу в ванной. И я передаю тебе пространственный привет. И я хочу сказать тебе, что держись. Это будет сложный месяц. Но мы сможем, мы сделаем это вместе. Если честно, я надеюсь, что здесь не появится еще 3-й кусок, где Люда еще через месяц передает привет 2 другим Людам, и потом вызывают скорую, и меня просто увозят вместе с моим компьютером. Ха-ха-ха-ха, злобный смех. Окей, ладно, давайте смотреть дальше. Я побежала. Ой, друзья, это и правда бесконечная история. Мне кажется, я должна это сделать. Я просто должна, я не должна сдаваться, я должна доделать это. Самым лучшим выбором было бы для меня вообще забить на все. Но это нельзя сделать, нельзя забить, потому что, это маньячно, вы понимаете? Я не могу остановиться. Нужно отдать дань уважения Аббе. Абба, это вы прекрасные, я не знаю, вряд ли вы это смотрите, до 100% вы это не смотрите, но если вы когда-нибудь увидите это видео, дайте мне знать об этом, пожалуйста. Я буду, наверное, самым счастливым человеком на Земле, если это случится. Надеюсь, оно вам понравится и вообще... Можно вот так вот свалиться, вообще отлично. Ой, как хорошо. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park.
This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Так, все. Не время раскисать, нужно собраться и доделать этот фильм. Я уже ничего не соображаю. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Еще хочу поздравить всех с этим событием, всех, кто любит Аббу. Benny and Bjorn. Легендарный шведский квартет воссоединился спустя 40 лет и готовит целый альбом. Мы уставились друг на друга. Кто это? Что происходит? А через пару минут как будто вернулись в прошлое, как будто это было еще вчера. Что бы ни происходило в вашей жизни, но эта новость, она по-любому добавит вам плюс 100 к настроению. Я в отпаде, Абба возвращается. Вы не представляете, что это значит. Они так давно ничего не выпускали, и вдруг это просто праздник. В лондонском Олимпийском парке будет специально построена арена на 3000 зрителей – Абба-дром. Музыканты будут играть живьем, но Бенни, Бьорн, Агнета и Анни Фрид на сцену не выйдут. Вместо них появятся голограммы, аватары, или, как их уже называют, аббатары. Они прямиком из 1979 года. Вот здесь музыканты в специальных костюмах, в каждой из которых вмонтированы 150 датчиков. Они фиксируют движение, мимику, а специальная программа накладывает их потом на старые изображения. И оно оживает. Особенно, когда я нашла еще эту кассету, как будто бы не то, чтобы я вернулась в прошлое, как будто прошлое вернулось ко мне. И я из детства обнимаю себя и пою вместе сама с собой. Это очень круто. И Абба жмет мне руку. Хороший друг, который вдруг позвонил и сказал, что придет на кофе. И не просто сказал, а реально пришел. Я как раз сегодня купила кофе новый в зернах. Кофе для друга. Абба, это для тебя. Jag är rädd att snön ska stanna en tid. Бенни, Бьорн, пью эту кружку за вас. За ваш потрясающий музыкальный талант, потрясающую работоспособность и веру в то, что вы делаете. Это то, что должно быть у каждого человека, который хочет прикоснуться к такой прекрасной материи, как музыка. Вера в то, что он делает, трудолюбие и постоянная работа. Каждый новый день работа, работа, работа с этой музыкой и получение удовольствия от процесса. If you change your mind, take a chance. I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. I'm gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me. That's all I ask of you, honey. Take a chance on me.
А вот в этом интервью интересный момент происходит. Ведущая находит старые фотографии Бьорна и расспрашивает у него про эти времена. Это был ноябрь 1970 года. Вы помните это? О, мой бог, да, я помню. Я надеялся, что это было окончательно забыто. Где вы это достали? Не говорите никому. Это была, знаете, такая самая низшая вариант коллаборации между нами четырьмя. Почему все шло не так? Потому что мы не делали того, что предполагалось делать. Мы пели чужие песни, это было как кабаре. Мы с Бенни делали номер, где мы играли двух мальчиков. Только не говорите, что у вас есть и эта фотография. Ведущая достает именно эту фотографию. Простите, Бьорн. Вы здесь такой плохой парень? Да, это был кошмар. Но зато после этого тура мы точно поняли, что наши собственные песни — это то, что мы должны делать. И после этого они изменили имя группы на ABBA, и их первым большим хитом в Европе был «Ring Ring». Вы помните самый первый раз, когда вы обнаружили, что ваш голос и голос Фриды звучат очень гармонично вместе? Да, мы могли почувствовать это с самого начала, я думаю. Потом рассказывается, как они накладывали звук на записях, снова и снова прогоняли записи, записывали поверх новую партию инструментов, чуть изменяя скорость, тембр, чтобы добиться объемного звучания. Так что же дальше? Что же было дальше? There's nothing really special about them. They're only human beings. Are we on the air? Everything's okay. Thank you. We're on the air. Except their music, that's what's special. We're on the air. Вы все еще смотрите этот фильм? Я вас просто обожаю. Я вас просто обожаю. Вы прекрасны. Дарю вам это вулканское приветствие. Абба, живи долго и процветай. It's never ending story. Я уверена, это бесконечная история. Твое путешествие по этому миру. Ваше путешествие. Карл Магнус Пальм. Яркий свет, черные тени. Подлинная история группы. История Абба – это история о том, как 4 музыкантов из небольшой североевропейской страны и их упрямый неутомимый менеджер бросили вызов всему миру и победили. Она носит глубоко личный и в то же время в высшей степени публичный характер, и ей присущи все перипетии великой нордической саги – триумфы, трагедия, бедность и богатство. Но главное в ней – это лавина великолепной музыки, захлестнувшей земной шар. Из 2 инструменталистов Абба один был музыкантом-самоучкой, чья целеустремленность служила движущей силой группы. Другой – одаренным сочинителем песен, унаследовавшим свой талант от деда. Из 2 певиц одна была секс-символом поневоле, для которой слава явилась чашей с ядом. Другая – честолюбивой сиротой, которая самоутверждалась до тех пор, пока не превратилась в принцессу. В книге есть такой интересный момент про Бьорна. Однажды, когда его сестра была еще очень мала,
Бьорн проявил первые признаки деловой хватки, которая впоследствии всегда будет отличать его. Устав от Эвы, которая всюду следовала за ним по пятам, он продал ее одному из рабочих верфи. Однако неожиданно Бьорн ощутил угрызение совести, и сделка была аннулирована. По-видимому, это было одной из худших форм детского соперничества, какая возникала между Бьорном и Эвой. What a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song? Friends, what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. Абба, спасибо за музыку. Если вы это смотрите, thank you for the music. Mother says I was a dancer before I could walk. Pam 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 pam. She says I began to sing long before I could talk. Пам 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 пам. Я хожу и пою, я просто туда-сюда по лесу хожу и пою. В одном интервью Бьорн как-то признавался, что ему пришла идея о создании ритмов какой-то песни в момент пробежки, когда он совершал пробежку то ли по набережной, то ли просто по какому-то проспекту, и его ноги в такт бились, как бы его кроссовки в такт бились об асфальт. Ему пришла в голову идея как раз ритма для какой-то песни. Cause I had to know I'm a bashful child, beginning to grow, and you make me do, and you make me feel, and you make me show what I'm trying to conceive. If I trust you, would you let me down? Would you laugh at me if I said I care for you? Could you feel the same way too? I wanna know. Oh yes, I wanna know the name of the game I was and was full of play. Does it mean anything to you? Ja, lite abrupt slut kanske. Vad tyckte du om den? Bra, den var också bra. Ja, Det var också bra. Gillar ni musik? ja visst. Det är Älskar musik. det bästa som finns. Ja, men spelar ni mest? Vad menar du för instrument och så eller? Ja, just det. Mm. Ja, det är piano och gitarr mest. Lite olika pianosar, lite olika gitarrer. Ja, Johan trodde att Abba inte hade något piano. Jodå. Vem är En Johan? hel del. Vem är Johan? Min storebror. Поэтому я тоже сейчас гуляю по осеннему лесу в надежде, что и мне придет какая-нибудь гениальная мысль к моей рок-н-ролльной песне, которую я сочинила, и никак не могу придумать слова в припеве и переход. Я гуляю всеми днями в надежде, что как Бьорна меня тоже посетит какая-то супер мысль. Но, видимо, я не Бьорн, не так-то это и просто. Ring, ring,
И что еще хотела заметить, один момент такой смешной. Мне Бьорн напоминает постоянно, ну, как будто героя из «Звездных войн». Ну, прям Люк Скайуокер или я не знаю. Я не фанат «Звездных войн», но он мне напоминает реально какого-то героя оттуда. А Бенни, мне кажется, наоборот, такой капитан Звездного флота в Стартреке. Они такие сошлись, два разных фандома. Еще вы знали, что в 2013 году Бьорн был у Урганта, ёлы-палы. Либо я забыла об этом, потому что я точно помню, что я смотрела Урганта. Мне кажется, я могла это пропустить, я не знаю как. Первое, что заставил Ургант сделать Бьорна в студии, это собрать шведскую стенку. Вот мы купили тут комодик небольшой в шведском магазине, и я не могу понять, вот смотрите, у меня одна направляющая, а вот эти винты, я, если честно, не очень понимаю, как это все. Ну вот. Бьорн показывал Урганту, как собирать шведскую стенку, а я взяла отвертку и на радостях пошла чинить ручку у двери. Абба вдохновляет на подвиги. I'm hearing images, I'm seeing songs no poet has ever painted. Voices call out to me, straight to my heart, so strange, yet we're so well acquainted. I let the music speak with no restraints. I let my feelings take over, carry my soul away into the world where beauty meets the darkness of the day, where my mind is like an open window, where the high and healing winds blow. From my shallow sleep the sounds awake me. I let them take me. They awake me, they take me. Let it be a joke, let it be a smile, let it be a fuss, if it makes me laugh for a little while. Let it be a tear, let it be a sigh, coming from the heart, speaking to my heart. Let it be a cry. Rockin' and reeling, baby, so don't stop, do it, don't stop. Кафедра бубна, накуси-выкуси. Ну, в общем, вот и все мои музыкальные способности. And I saw him together with a young girl, and the look that he gave and made me... О, круто, он пришел ко мне, я сейчас быстренько. Show must go on. Тара-тара-тара-тара-тара. Ключевой момент удовольствия. Вы должны это видеть просто. Take your heart and you must... Всегда можешь лучше, всегда. Он растил ее 40 лет, эту бороду, и ему пришлось ее сбрить. Кажется, что у меня такой ужасный и скучный фильм, просто жесть, серьезно. Now we old and grave and old, and I can chat with you, baby, slow down. Если честно, я уже весь блокнотик исписала, пока готовлюсь к этому фильму. У меня, кстати, с собой книга Аббы. Chiquitita, tell me what's wrong. You weren't chained by your own sorrow. Oh,
there is no hope for tomorrow. How I hate. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. Ooh, in a firelight, Fernando. You were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and songs of you will come afar. Я забыла слова. Заново. Галилео, 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 Фигаро. Что-то я не хочу уже ничего делать. Мне удалось побывать в Швеции. Неожиданные, случайные неслучайности. Вот как раз здесь и волшебная история про карандаш. Не тот аккорд, погоди, заново. Подождите, у меня был свет включен? По-моему, да. Велосипед, что ты скажешь о песнях Аббы? Как тебе, Герик? Ну, Герик, тебе нравятся песни Аббы? Хороший мой Герик. Конечно, тебе нравятся песни Аббы. Ты же мой друг. Ну ладно, ладно, не обижайся. Ты можешь слушать кого хочешь. Skrev en visa